Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, как быть позитивным, успешным и чтобы у вас по жизни все получалось и все всегда шло в гору. Сейчас очень много людей, я смотрю, какие-то недобрые, не позитивные, не открытые. Вот это у нас эпоха началась компьютеров, телефонов, и видно, как люди начинают друг от друга закрываться. Вот, и я очень много анализировал на примере своей жизни, на примере своих близких, родных, на примере друзей и просто окружающих людей, коллег и так далее. Анализировал и смотрел, как кто живет. И я понял, что люди не всегда живут так, как им хочется. Все живут по какому-то придуманному ими сценарию. То есть все идут учиться туда, куда родители заставили изначально. Все идут работать туда, куда родители хотели бы, чтобы ты пошел. Вот, и поэтому у людей потом всю жизнь получается какое-то неприятное ощущение неудовлетворенности и нереализованности. Это вот самое страшное. Потому что в конце жизни ты смотришь на все, что с тобой происходило, как твоя жизнь прошла, и понимаешь, что все, жизнь прожита просто так и непонятно для чего. Вот, поэтому, друзья, чтобы с вами такого не случалось, вы должны придерживаться нескольких простых правил, которые я для себя выписал и уяснил. Вот, конечно, мне еще не так много лет, и я не могу как гуру рассуждать и учить вас, да, если вы старше, особенно меня, если вы опытнее, но, может быть, какие-то вещи вы сейчас почерпнете, которые вам были бы в жизни полезны, даже если вам уже 40, 50 или 60 лет. Но первое, о чем я хочу сказать, что нужно всегда быть позитивным человеком. Как бы вы ни жили, что бы у вас ни происходило, какие бы трудности вы ни испытывали со своими родными людьми. Конечно, бывает, что люди и болеют, и умирают, и родственникам плохо становится, и с работы выгоняют, и деньги теряются. Но я хочу сказать, что всегда нужно в этой ситуации оставаться все равно позитивным, и тогда у вас, как бы вы не пойдете на дно, вы обретете что-то новое, что было еще лучше того, что вы потеряли. Вот я неоднократно на своем примере рассказывал, что в какой-то момент я очень хорошо взлетел, хорошо стартанул. То есть сначала я был простым студентом, просто учился, да, вот, но в какой-то момент я нашел хорошую работу. Опять же, почему я нашел? Я стремился к этому, я хотел этого, я мечтал об этом, я думал об этом. Вот это вот главное правило, что вы должны всегда визуализировать свою цель, всегда думать о хорошем и что у вас получится. Вот, опять же, на примере студенчества расскажу. Конечно, когда мы были молодыми, да, студентами, уехали из родного дома, было такое, что мы с друзьями и выпивали, и гуляли, и отдыхали, гудели там на квартирах и так далее. Но все равно как бы мы учились, все равно мы старались как бы марку держать. Например, я был не самым сильным студентом. У меня были девочки в группе, которые в несколько раз, может быть, умнее меня, да, и музыкальную грамоту знали намного лучше, но у них не было уверенности в себе. Вот приходим мы один раз на экзамен. И так получилось, что у нас было 20 билетов, и из 20 билетов я успел прочитать и выучить реально только один. Вот накануне я с утра это все прочитал, как-то зазубрил себе, и ну вот просто вот успел выучить один билет. А другая моя однокурсница, она, ну, все выучила настолько, что у нее, ну, она всегда училась так, что у нее все отскакивало от зубов. Какой бы ей вопрос ни задали, она все знает, она все выучила, все вызубрит. Ну, в общем, молодечек и умничка. И вот мы стоим, скоро там мне заходить, ей заходить на экзамен, и она стоит и говорит: «Вань, я говно, я дура, я вот ничего не помню, я ничего не запомнила». Я говорю: «Ты что, ты же молодец, ты же столько готовилась, ты целый месяц не вылазила из библиотеки, все учила, ты молодечек, умничка, ты сейчас пойдешь, заработаешь пятерку и будешь просто супер, тебе попадется самый лучший билет, который ты лучше всего знаешь». А она стоит: «Да нет, я вообще ничтожество, да у меня ничего не получится, да что-то у меня сегодня какое-то настроение плохое». Я говорю: «Да нет, соберись, давай, у тебя все получится, молодечек, давай, 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 давай».
И в итоге что? Она идет, так продолжает себя, значит, обсирать, извините за выражение. И я говорю, ну да, действительно, ты ничтожество. Раз ты так себя считаешь, значит, ты ничтожество, у тебя ничего не получится. Ну, потому что мне уже не хотелось ее успокаивать. Я несколько раз проявил инициативу, попытался человека успокоить, а она все пыталась, видимо, на жалость давить. Я говорю, да, действительно, ты ничтожество. Все, иди, твоя очередь заходить в кабинет. Я говорю, а я вот сейчас пойду и вытащу именно тот билет, который я выучил, и заработаю 5. Она, конечно, посмеялась, потому что знала, что у меня уж точно ничего не получится. В итоге она заходит в кабинет, потом выходит и говорит, что у нее 3. То, что она завалила свой билет, толком ничего не ответила, и в итоге просто поставили ей тройбан. Вот, и захожу я, весь такой позитивный, в хорошем настроении, и, друзья, вы не поверите, но мне попадается именно тот билет, который я выучил. И я, конечно же, получил 5. Ну, 5 с минусом, по-моему, но это для меня был шок. И вот с этого момента я понял, что всегда нужно думать позитивно. И всегда нужно говорить, что у тебя все получится. Даже если предстоит что-то сложное, если предстоит какой-то сложный экзамен, сложное собеседование на работе, ты должен идти с уверенностью о том, что у тебя все получится. То есть, понимаете, можно много думать. Так, я вот сейчас пойду на эту новую работу. Так, подождите, получится ли у меня? А вдруг я не понравлюсь шефу? А как же я одет? А как же вдруг он меня? И вот это, понимаете, передается. И вот эта неуверенность, вы потом также и будете скованно сидеть, ручки сложите и будете мямлить что-то перед начальником новой работы. И в итоге он подумает, что вы просто человек, который всего боится, но такие люди не нужны в коллективе, и он просто-напросто вас не возьмет. А если вы зайдете, во-первых, красиво оденетесь, хорошо себя подадите, придете и скажете, здравствуйте, так и так, у меня все отлично, я умею то, а если что-то не умею, я еще и научиться могу без проблем, так что давайте возьмите меня. Рассказываю второй пример, как я поступал в академию имени Гнесиных. Значит, я учился, еще раз повторюсь, в музыкальном училище в Ставрополе. Вот на 3-м курсе я четко принял для себя решение, что я хочу поехать в Москву. Обычно у нас из Ставрополя все поступают либо в Ростов, либо в Краснодар. Ну, то есть это такой северный Кавказский регион. И у нас там у всех все схвачено. У всех профессоров наших в Ростове есть связи, в Краснодаре. А вот с Москвой никто не контачит. И я, понимаете, не хотел быть как все. Я не хотел ехать в Ростов и в Краснодар. Я понимал, что это все равно для меня маленькие города, как Ставрополь, да. Я хотел всегда большего. Я хотел в Москву, я хотел на сцену, я хотел к звездам и все такое. И постоянно, конечно, об этом думал. На 3-м курсе, когда прямой вопрос был задан нашей учительнице, которая нас вела, нашу группу, староста, она говорит, ребят, ну что, кто куда? Так, там Леночка, ты в Ростов, ты, Ксюша, там в Краснодар. Ваня, а ты куда? Я говорю, а я поеду в Москву. Я вот хочу поступить в академию имени Гнесиных. Просто на самом деле в тот момент в академии Гнесиных учился мой земляк, то есть мой товарищ из моего поселка. И для меня он был настолько сильным авторитетом, что я хотел всегда быть как он. Потому что он, когда приезжал, рассказывал, что я, когда в Гнесинку поступал, у меня на приемных экзаменах сидели Лев Лещенко, Владимир Винокур. И меня узнают, я был тогда еще маленьким, и я так хотел быть как он. И я всем говорил, я поеду в Москву. И мне мои учителя говорили в Ставрополе, какая Москва? Кто тебя там ждет? Езжай в Краснодар, мы тебя туда устроим, будешь спокойночко там себе учиться. Я говорю, да я не хочу, чтобы вы меня устраивали, я хочу сам взять и поехать в Москву. И я уже решил после 3-го курса все бросить и перевестись из училища Ставрополя в училище Гнесиных в Москве. Приехал, но, к сожалению, мне сказали, что мест вакантных нету, перевестись очень сложно. И плюс нужно было переводиться, если то на платную основу, и обучение стоило $300 в месяц, но по тем деньгам у меня $300 получил папа в месяц. То есть мой папа получал зарплату $300 в месяц, поэтому, конечно, это было нереально. Я вернулся и понял, что надо еще 2 годика доучиться в училище и потом просто поступать уже непосредственно в академию.
Я заканчиваю училище, заканчиваю с красным дипломом, потому что я, ну, во-первых, конечно, я хорошо учился. Да, бывало, что я был разгильдяем и не ходил на пары, пропускал. Мы, еще раз повторюсь, с друзьями гуляли там и работали по ночам, в ресторанах пели. Вот, но как-то пытались постоянно развиваться. И какие-то варианты уже по бизнесу искали, по работе, что-то еще. То есть всегда хотели, как-то, знаете, быть, ну, не такими, как все. Значит, я поехал в Москву, мне родители дали 20 тысяч рублей с собой. Подал документы сразу в 5 заведений. В консерваторию, в Академию Свечникова, в Академию Гнесиных и еще в два места. Плюс в Ставропольский государственный университет еще в Ставрополе подал. То есть в 5 мест я подал документы, везде начал ходить на консультации. Вот, то есть консультация — это ты хочешь, предварительно общаешься там с зав. Отделением, да, узнаешь, как у них происходит процесс, сколько у них людей принимается и все такое. Вот, и можно еще было брать платные консультации. Платные консультации обычно берутся, чтобы как бы потом к тебе была лояльность, да, некоторая. То есть ты приходишь, берешь консультацию, и потом о тебе уже скажут: вот мальчик приходил 2-3 раза. И у меня так получилось, что я не ходил ни на одну платную консультацию, я уже пришел сразу на экзамены. Потому что каждая консультация стоила там 1500-2000 рублей. Мне было жалко деньги почему-то, и я, хотя мне родители целенаправленно давали эти деньги как раз вот на поступление, чтобы я именно тратил их на вот полезные вещи. Вот, в итоге я пришел сразу на экзамены. И что у меня получилось? Я сдал экзамены в Академии Ипполитова Иванова, меня сразу взяли без дальнейших экзаменов. Я сразу сдал на отлично, на 10 баллов два экзамена в Гнесинке. Меня автоматически зачислили, да, потому что у меня был еще красный диплом. Вот. Можно сказать, конечно, повезло. И дальше уже в консерватории, в остальные я не ходил. Все, моя мечта сбылась, меня зачислили в Академию Гнесиных. Я был на 7-м небе от счастья, можно сказать. И опять, понимаете, я тогда на тот момент не читал никакие книги по эзотерике, психологии, бизнесу. Но раз у меня щелкнуло в голове: как так? Я мечтал об этом, и у меня это получилось. Вы представляете? Ну как так? Я был очень доволен, конечно. И в итоге я вернулся домой. Я вернулся домой, конечно, весь окрыленный, радостный. Папа потом целый месяц ходил на работу, там все его поздравляли. У нас просто небольшой поселок Раздвяный. И все его поздравляли. Говорили: какой у тебя сын молодец, без денег сам поступил в Москву. Он был очень доволен. И я когда вернулся, вот мне давали 20 тысяч с собой, я с собой привез 18 тысяч обратно. Ну, потому что я жил у тети в то время, то есть не снимал жилье. И вот там 2-3 тысячи потратил на какую-то еду, на все остальное. То есть я вернул деньги обратно. И родители, конечно, тоже были очень довольны этому. Вот, в итоге я потом учился в Москве. И, конечно, когда ты находишься в Москве, у тебя начинаются уже другие приоритеты. Вот я, например, учился с детьми, которые платно учились, вот они по 300 тысяч платили в месяц, в год, вот, за платное обучение. Да, конечно, для меня эти были нереальные суммы, но это были дети богатых родителей. Вот, у всех уже были Infiniti или какие-то другие крутые машины. Но вот в 2000-х годах это было очень модно: Infiniti, BMW. И вы знаете, вот был у меня такой момент, когда я каждый день ходил в академию, и вот стоял Хаммер. Есть такие машины, называются Hammer H2. Она вот большая, красивая. Мне всегда очень нравилась. Первый раз я эту машину увидел в Москве, и когда я ее видел, у меня в голове, знаете, такая мысль промелькнула: я тоже хочу себе такую. Вот не знаю почему, но я каждое утро ходил мимо нее, и каждое утро как-то, знаете, на нее смотрел и говорил себе: у меня скоро такая будет. Но я понимал, что я хотел эту машину, но я не понимал, как она у меня, каким образом она мне достанется, потому что она стоит 1 000 000 рублей, поддержанная, да, а я получаю, ну, дай бог, 15-20 тысяч в месяц, плюс я плачу за общежитие, плюс я живу, плюс какие-то расходы еще непредвиденные. И я постоянно думал: ну как мне это сделать? И вот получается такое, что какой-то мне товарищ говорит: вот есть хор Сретенского монастыря в Москве, попробуй туда прослушаться.
Я говорю, о, классно, я такого даже не слышал. Ну, пойду и прослушаюсь. И я о своей идее сказал, ну, каким-то своим однокурсникам, ребятам. А дело в том, что хор Сретенского монастыря — это самый лучший хор в мире, считается. Когда я друзьям это сказал, просто надо мной все посмеялись, сказали: Вань, ты чё, это же очень серьезный коллектив, туда просто так не берут. Да ты что, с Гнесинки вообще туда не берут, туда только с консерватории берут или с академии имени Свешникова, там только свои люди. А я говорю, слушай, да я вот хочу пойти и пойду и прослушаюсь, но мало ли что. То есть, понимаете, опять же, я мог бы сказать, ну да, лучше, чем мне вообще туда идти прослушиваться, раз мне сказали, значит я и не пойду. Понимаете, все хотят всегда, чтобы у вас ничего не получалось. То есть, никогда, это вот второй, да, момент, который я хочу вам сказать, никогда не слушайте мнение других. Неудачников полно по жизни, а вы должны быть, чувствовать себя, что вы удачник по жизни. То есть, если вам кто-то говорит не иди, ты возьми и пойди. Вот как у меня и получилось. Я, конечно, ну, переживал, да, мандражировал, но в итоге я взял, собрался, пришел на собеседование, ну, предварительно, конечно, позвонил, записался на собеседование, сказал, так и так вот хочу прийти. Мне сказали, конечно, приходите, мы вас прослушаем, почему нет? Я прихожу. Все, спел там одну песню, вторую, меня распели, еще что-то. И потом сказали, вы знаете, вы нам подходите, ваш голос нас устраивает, будете петь во вторых тенорах, все отлично. Все, я думаю, ничего себе. И я был настолько счастлив, я на самом деле даже никому и не рассказывал, что меня туда взяли, потому что, опять же, мое такое убеждение, хвастаться тоже не надо. Если у вас что-то получается, лучше уж тогда беритесь за это и вот этим потом как бы благом пользуйтесь, и не стоит об этом кому-то хвастаться или рассказывать. Потому что, опять же, злых энергетик полно, злых людей очень много, и вас могут просто, знаете, энергетически как бы задушить и сглазить. Есть такое тоже. Я считаю, что лишний раз лучше не делиться какими-то такими уж хорошими впечатлениями, а оставить это как бы в себе. То есть вы тем самым эту энергию в себе сохраняете и не расплескиваете ее по другим людям. И в общем я устроился в этот хор, и у нас начались гастроли в Европу, в Америку, в Канаду, в Китай, в Японию, туда-сюда. То есть я учился на третьем курсе академии, и я начал кататься. Представляете, мне было 20 лет, я никогда в жизни, кроме там России, никуда, кроме Египта один раз, никуда не выезжал. И тут у меня пошло Швейцария, Италия, Германия, хор, поездки, патриарх Кирилл. С Владимиром Путиным мы ездили с его делегацией, мы ездили на крутых машинах, нам деньги платили в долларах. То есть для меня, знаете, вот жизнь стала просто кардинально меняться. То есть раньше я получал 1000 рублей за одну службу, а тут я пою концерт, получаю 10 тысяч рублей. А тут мы едем с Путиным там в турне на 30 дней, и я оттуда привожу 300 тысяч рублей, ну, заработанных, да. Вот, едем, например, с Путиным на концерт на его корабле частном, на лайнере. У него был вечер встречи выпускников, и мы пели для него песни, хиты там с 60-х, да, его любимые. И нам потом каждому в конвертике приносят, мы открываем конверт, а там по 1000 долларов у каждого лежит, причем в долларах. Вот, конечно же, я как был студент, я был скромный человек, и я эти деньги копил, складывал, как бы, да, вот, и мне это нравилось. То есть мне нравилось, что я работаю, что я путешествую, и еще при этом успеваю учиться. И вы знаете, реально 2 года об этом никто не знал. И один раз я съездил на гастроли, мы съездили в Грецию, меня потом вызывает к себе декан и говорит, ты знаешь, я знаю, где ты был, с кем ты был, сколько денег заработано, и ты отчислен. Говорю, ну как, ну за что, у меня же одни пятерки, четверки, даже троек нету, за что вы меня отчислять будете? Вот, ну, видимо, ее просто задушила жаба, и она мне поставила ультиматум, либо ты остаешься в хоре, петь, мы тебя отчисляем, но все равно ты уходишь в армию, либо ты доучиваешься, но уходишь из хора, да, из этого.
Вот, как бы я очень долго думал об этом, несколько дней у меня прям была такая депрессия, потому что я потерял бы все, да, то есть я опять бы вернулся на учебу, но остался бы без хорошей работы, на которой я мечтал проработать всю жизнь, потому что люди, которые там работают, они уже по 2, по 3 квартиры имеют, хорошие машины, загородные дома, то есть все у людей хорошо. И я считал, что тоже вот это как бы мое призвание и работать в этом коллективе всю жизнь. Вот. Но решил все-таки сделать выбор в пользу учебы, потому что, опять же, шел к этому всю жизнь, да, чтобы в академии учиться. И решил это не бросать. В итоге я доучился, и в итоге все равно мне в конце поставили 3 по специальности. Это, конечно, ну, был шок такой неприятный, потому что все равно меня завалили. Вот. Но просто, опять же, у людей такая была неприятная, может быть, отношения, и не все хотят, чтобы у вас все было хорошо. В итоге, что я делаю? Я заканчиваю учебу и думаю, так, что мне делать? Обратно возвращаться в хор не получилось, потому что к тому времени получилось очень сложно в хоре, половину людей тоже поувольняли, кто-то поуходил в свои проекты, и в итоге как бы меня обратно, ну, не взяли, не было вакантных мест, да, там сократили намного хор. Вот, и что я сделал? Я подумал, что у меня опыта много, то есть, когда мы ездили с хором, я много очень смотрел, наблюдал, как делаются концерты, как организовываются залы, как продаются билеты. И я решил открыть продюсерский центр и сам возить звезд различных и делать им массовые кассовые концерты. Опять же, кому-то я проговорился, говорю, так и так, вот у меня такая идея сейчас есть, я хочу организовать концерты звезд. Значит, снимать залы, например, ну, в любом городе, да, там театры, еще что-то, и тысячные залы собирать концерты. И надо мной, конечно, посмеялись, сказали, что это не получится. В итоге мне попадается коллектив театр танца. Я организовываю концерты в Краснодаре, у себя на родине, потому что я знаю эти залы, да, эти города хорошо. Ростов, Краснодар, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Тюмень. 5-6 концертов и зарабатываю на этом 1,5 миллиона за 2 месяца. То есть 1 месяц у меня шел подготовки, то есть я ездил в каждый город, договаривался. И еще месяц мы там, ну, плюс-минус ездили, да, там 2 недели, 3 недели по этим гастролям. 1,5 миллиона чистой прибыли. Вы понимаете, для меня это были деньги, которые я в жизни никогда не видел. И знаете, что я первым делом сделал? Я купил себе Хаммер. Вот я всегда ходил, когда у меня было в кармане 20 тысяч рублей, да, и думал, что невозможно купить Хаммер, это сколько нужно лет просто откладывать по 20 тысяч, чтобы купить себе такую машину за 1 миллион. И тут, понимаете, я когда значит, понял, что я в хор не вернусь, я настолько расстроился. Но я потом понял, что если сейчас я настроюсь позитивно, у меня будет еще лучше. Я заработаю еще больше, я сделаю еще больше, я осуществлю все свои мечты. А вот вы знаете, у меня это получилось. Я купил себе Хаммер. Мне было 22 года, я уже ездил на Хаммере, который стоит 1 миллион рублей. Потом получилось так, что я попал в пирамиду. В 2012 году организовалась пирамида МММ, точнее в 2011 я в нее начал вкладывать деньги. Вот. Но вкладывал, в принципе, удачно. Вкладывал 100 тысяч, снимал 200, вкладывал 200, снимал 400. Вот, какое-то время даже я перестал работать, перестал организовывать гастроли. Мне было интересно уже самому ездить, просто отдыхать в Индию, в Чехию, в Китай. Катался, то есть везде. И жил на вот эти деньги, которые вкладывал в пирамиду. А потом я подумал, что надо же сыграть по-крупному. И я собрал все деньги, которые у меня есть. Я заложил Хаммер в ломбард, который покупал за 1 400 000. Я его заложил в ломбард за 700 тысяч. Представляете? Но я был уверен, что я отобью эти деньги за месяц и вернутся мне еще с большей капитализацией, потому что в то время МММ платила чуть ли не 100% в месяц. Представляете? То есть, если вы, ну, не 150% в месяц. То есть, если вы 100 тысяч вкладываете, вы 150 получаете. И это реально работало какое-то время, я в это верил.
Вот, и я думал, сейчас я 1 с лишним положу, и почти что там 1 700 000-800 000 получу, и уже смогу себе, может быть, квартиру в ипотеку купить или еще что-то. Ну, первоначальный взнос сделать. В итоге, что у меня получилось? Я вкладываю 1 310 000. 5 мая и 8 мая все это, вся эта пирамида рушится. Все, у меня стресс, у меня паника, я не знаю, что делать. И я просто остаюсь у разбитого корыта, потому что я оставил себе всего 20 000 на жизнь. Вот, я сел, и я целый месяц сидел, наверное, в таком отчаянии. Вот, но потом что получилось? Потом я начал искать информацию. Случайно мне начала попадаться информация по здоровому питанию, и таким образом я перешел на сыроедение. Я вам еще хочу сказать факт, что когда я ездил на гастроли с хором, один раз мы попали в Швейцарию. В Лугано есть такое местечко, это швейцарская, ну, итальянская часть Швейцарии. И там было так красиво. То есть озеро, горы, Альпы, такая красота. И я встретил там русских женщин. Ну, просто шли 2 русские женщины с детьми. И как-то такие: о, ребята, вы русские, русский хор, какие ребята красивые, все это. И я говорю: а вы тут как, вы живете? Что? Они говорят: да, мы тут живем, вот у нас тут мужья. И я говорю: ну как вам здесь? Они говорят: ой, классно, чистота, красота. И вот вы знаете, с того момента, вот где бы я только не был, да, вот в каких городах и странах, я для себя решил, вот я хочу здесь жить. Я не понимал, как, я не понимал, каким образом приехать сюда. Ну, вот у меня вот в голове, знаете, вот тогда осталось: я хочу здесь жить. В Швейцарии именно. Вот до сих пор не понимаю, почему такие мысли приходят. Может быть, кто-то их вкладывает в голову, может быть, еще что-то какое-то сверху идет, да, толчок. Но когда я остался у разбитого корыта, когда я потерял все, я перешел на сыроедение. То есть я стал питаться овощами и фруктами, потому что я решил, что, видимо, какой-то негатив во мне накопился, мне нужно просто очиститься, очистить организм, очистить свое сознание, и, может быть, у меня жизнь изменится. В итоге я перешел на питание сырыми овощами и фруктами, и на этой почве я познакомился со своей будущей женой. Она мне сама написала, спросила: привет, как дела? Там ну, какие-то у нас общие знакомые были. И она пишет: что ты делаешь? Я говорю: ем ананас. И она пишет: ты представляешь, я тоже ем ананас. Я говорю: да я вообще одними овощами и фруктами питаюсь, поэтому я как бы часто ананасы ем. И она пишет: о, я тоже. А ты что, сыроед? Я говорю: я да, вот недавно перешел. Я тоже, говорит, уже год. И вот мы на этой почве начали с ней общаться. Мне было приятно, что это был человек, близкий мне по духу. У меня тогда не было друзей-сыроедов никаких. И я очень хотел с ней встретиться. Я говорю, как мы пообщались неделю-две, там попереписывались. Я говорю: а давай встретимся. Она говорит: я живу далеко, в Нижнем Новгороде, ты в Москве, как бы, сложно встретиться. Я работаю там, то все. Говорю: да без проблем, я сейчас возьму билет и приеду к тебе, я хочу тебя увидеть, хочу с тобой общаться. Мне уже надоело это вот общение по интернету, давай я приеду. И потом она говорит: да ты знаешь, на самом деле я сама из Нижнего Новгорода, но живу я в Швейцарии. Я говорю: да я и в Швейцарию к тебе приеду, не вопрос. Вот, и мы так ха-ха-хи-хи, как бы она, может быть, не восприняла мой запрос серьезно. Вот, а я взял, купил билет и приехал к ней в Швейцарию. Организовал визу, конечно, все это какое-то время заняло, да. Купил себе какой-то тур в Европу и потом уже оттуда приехал в Швейцарию. Как бы насколько было дешевле. И вот мы раз встретились, второй раз, третий, друг к другу ездили, она ко мне в Москву, в Россию, в Швейцарию. И потом мы решили пожениться. И вот понимаете, сейчас, когда я нахожусь в Швейцарии, живу, да, я понимаю, что тогда, несколько лет назад, там это сколько, может быть, уже 10 лет назад прошло, когда я себе вбил это в голову, что я буду здесь жить, это сбывается, друзья. Так что мой главный посыл: всегда позитивно думайте. Всегда говорите, что у меня это получится. Если вы хотите 1 000 000,
Значит, говорите, у меня будет миллион. Не думайте, как он к вам придет. Не думайте, что для этого делать. Не бойтесь, что вы сейчас зарабатываете 20 тысяч, и у вас никогда не будет миллиона. Вы должны говорить, что он у вас будет. Думайте, как миллионер. Думайте, что он у вас будет. Ведь, понимаете, всегда найдется какой-то вариант, который вам подвернется и вам поможет. Даже если вы сейчас работаете на нелюбимой работе, все равно, если вы будете позитивно думать и говорить, что у вас будет квартира, что вы купите квартиру, я вас уверяю в этом. Значит, найдутся люди, которые вам помогут с работой, найдется какое-то мероприятие, на котором вы заработаете деньги или там шабашку сделаете такую, что мама не горюй. Найдется какие-то люди, которые вас продвинут по служебной карьере, и вы будете уже не 20 тысяч получать, а 200. Но вы должны всегда быть позитивными. Так что, друзья, я хочу, чтобы вы прислушались ко мне. Вот, может быть, многое я наговорил сегодня, очень много информации было, но надеюсь, что она была вам полезна. Поэтому пишите в комментариях свои мысли по этому поводу, я буду очень рад почитать. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал и всегда будьте позитивными. Всем пока-пока, удачи и хорошего настроения.